Друзья, всем привет! Про животных, которые никогда не спят, мы с вами уже поговорили. Про самых смелых животных уже рассказывали. Кто не видел, ссылки в описании. Сегодня поговорим о самых странных и необычных животных нашей планеты. Думаю, о некоторых из них вы никогда раньше не слышали. Их внешний вид и особенности на самом деле удивят кого угодно. Встречайте топ-20 самых странных животных. Ринопитек. Эта симпатичная обезьянка выглядит так, будто готовилась к фотосессии конца прошлого века. Ее яркие губы и зеленые тени невозможно не заметить. Живут эти милые зверьки высоко в горах Азии, скрывая свою неземную красоту. Люди, которые их обнаружили, рассказали, что напоминают эти обезьянки совсем не красоток с обложек журнала, а скорее похожи на эльфов или других сказочных персонажей. Обезьянки много времени проводят на деревьях. Живут, как правило, очень большими группами до 600 особей. Питаются ринопитеки листьями, хвоей, фруктами, ростками бамбука. У самок рождается всегда по одному детенышу. Китайский водяной олень. На первый взгляд, этот олень ничем не отличается от других видов оленей. Но, подойдя поближе, вы не сможете не заметить его необычные клыки. Не пугайтесь, этот олень не вампир и кровь он не пьет. Такие пугающие клыки нужны животному для защиты своей территории. Это животное еще называют болотная кабарга. Олень не имеет рогов. Обитает водяной олень в Корее и Восточном Китае. Недавно был обнаружен на территории России и стал ее новым видом млекопитающих. Этот вид оленей находится под охраной из-за того, что встречается на относительно небольшой территории. Ай-ай. Удивительный зверек, которого еще называют мадагаскарской руконожкой. Этот зверек имеет длинный хвост и тонкие пальцы. Средний палец на последних лапках особенно длинный. Он помогает зверьку доставать личинок и насекомых из-под коры деревьев. Изначально ай-ая отнесли к грызунам, но позже ученые все же выяснили, что это лемуры, отклонившиеся от общей группы. В дикой природе среднюю продолжительность жизни этого животного подсчитать пока не получилось. В зоопарках руконожки живут до 26 лет, что совсем немало для такого зверька. Звездонос. Это странное животное – родственник крота. Он имеет очень необычную морду в форме звезды. Так как эти животные практически слепые, щупальцы в виде звезды помогают звездоносу ориентироваться. Они играют роль вкусовых рецепторов и помогают искать насекомых, личинок, червей и другой корм. Обитают звездоносы в Северной Америке. Их главные враги – крупные хищные птицы, куницы и скунсы. Полосатый тенрек. Неужели это покемон, спросите вы? Нет, это удивительное создание живет на Мадагаскаре и немного похоже на ярких черно-желтых дикобразов. Эти небольшие животные вырастают в длину всего около 15 сантиметров, а весят не более 300 грамм. Особенностью тенреков считается их умение вибрировать, так как они общаются и находят добычу, используя эхолокацию. Питаются животные в основном дождевыми червями, которых находят под листьями и в корнях деревьев. Ангорский кролик. Эти милые пушистики родом из Турции. Такие мохнатые кролики в XVIII веке были любимчиками среди королевской семьи во Франции. Эти кролики живут в среднем до 10 лет. Их разводят как домашних животных и для получения мягкой шерсти. В Китае каждый год производят до 8000 тонн ангорской шерсти. Восточный долгопят. Необычный зверек с огромными глазами и длинными пальцами на лапах напоминает пришельца. Он способен на удивительные трюки, когда охотится на пролетающих птиц. Эти животные обитают в Индонезии, в бамбуковых рощах, в лесах и даже в садах в городе. Они ведут ночной образ жизни, питаются мелкими позвоночными и насекомыми. Эти зверьки удивят вас еще больше, когда повернут свою голову на 180 градусов, так как их огромные глаза не могут поворачиваться. Сегодня этот вид относится к уязвимым из-за того, что площадь их обитания сократилась почти в 3 раза, всего за 20 лет. Кенгуровый прыгун. Этот милый зверек обитает на территории Северной Америки, в пустынях. Его задние лапы напоминают лапы тушканчиков и кенгуру, поэтому они получили название кенгуровый прыгун. Эти животные отлично прыгают, используя для равновесия свой хвост, ведут ночной образ жизни. Их норы находятся в полуметре под землей, что позволяет им поддерживать температуру в 22 градуса постоянно. Насчитывается более 20 видов кенгуровых прыгунов в мире. Командор. Этих необычных собак еще называют венгерские овчарки. Они отлично справляются с работой пастуха.
так как внешне очень похожи на овец. Их длинная светлая шерсть напоминает дреды. У командоров очень легкие кости, и весят они всего 50-60 килограммов. У венгров существует легенда, что это животное появилось в результате брака овцы с волком. Это очень сильные собаки, которым необходима постоянная физическая активность. Они отлично живут как на ферме, так и в городе. Очень быстро адаптируются к новым условиям и преданы своим хозяевам. Говиал. Этот необычный крокодил обитает на территории Северной Индии. Практически все время он проводит в воде и, на первый взгляд, ничем не отличается от других своих родственников. На берег выползает только, чтобы отложить яйца и погреться. Главная особенность говиала – это большой отросток на конце носа у самцов. Он необходим для необычного булькающего звука во время спаривания. Окраска этого крокодила похожа на других представителей этого отряда, но иногда встречаются практически белые особи. Это один из самых крупных крокодилов во всем мире. Питаются говиалы рыбой, поэтому имеет довольно узкую форму челюсти. Зато зубов у говиала больше, чем у других крокодилов, около 100. Говиал занесен в Красную книгу и считается одним из самых редких видов крокодилов. В Индии и Непале говиал – священное животное. Гаитянский щелозуб. Это животное обитает только на Гаити. Живут щелезубы в среднем до 11 лет. Внешний вид этого зверька весьма необычный из-за длинного приподнятого носа. Щелезуб может выделять токсичную слюну для своей защиты. Длинноухий тушканчик. Милый и симпатичный зверек пока еще мало изучен. Впечатляют его длинные уши, хвост и задние лапы. Эти животные ведут ночной образ жизни. Обитают они на территории Монголии и Северного Китая, в основном в пустынях и полупустынях. Относятся к грызунам. Питаются насекомыми и растениями. Большинство видов тушканчиков впадает в зимнюю спячку. Но вот когда и насколько впадает в спячку длинноухий тушканчик, пока неизвестно. Сайгак. Главной особенностью этой удивительной антилопы считается ее нос, выступающий над ртом. Сегодня сайгаки находятся на грани исчезновения, обитают на территории Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Монголии. Сайгаки легко мигрируют и преодолевают большие расстояния, могут переплыть реки, развивают скорость до 80 км в час. Главные враги сайгаков, кроме браконьеров, степные волки. Тонкий лори. Необычный зверек с большими глазами живет в Шри-Ланке и Южной Индии. Обитают обычно в тропических лесах. Длина тела лори до 25 сантиметров, а весят они всего около 300 граммов. Лори питается насекомыми и ведет ночной образ жизни. Сегодня лори – вымирающий вид. Туземцы убивают этих животных из-за их якобы магических свойств. Еще одними врагами лори являются браконьеры. Сфинкс. Совершенно волшебная и неземная порода кошек отличается полным отсутствием шерсти. Такие кошки отлично подходят людям, страдающим аллергией на кошачью шерсть. Эти животные очень общительны и любознательны. Могут жить в доме или квартире все время, ведь на улице легко могут переохладиться или получить ожоги. Гондурасский белый листонос. Эти маленькие, симпатичные летучие мыши белого цвета обитают в Гондурасе, живут в листве и весят всего около 7 граммов. Их уши и нос желтого цвета и необычной формы. Листоносы едят в основном фрукты и фикус, находятся под угрозой исчезновения. Стеклянная лягушка. Эти прозрачные лягушки обитают в Южной Америке. По ним легко изучать анатомию лягушек. Тело этих земноводных полупрозрачно. Эти крошечные лягушки вырастают всего до 3 сантиметров в длину. Живут возле воды в тропических лесах. Активны в ночное время, а днем обычно спят в листве. Утконос. Необычные зверьки с клювом, как у утки. Обитают утконосы на территории Австралии. Эти животные активны ночью. Их рацион составляют личинки насекомых и моллюски. Выглядят утконосы весьма странно. У них длинный хвост, как у бобров, короткие лапы, необычный нос в виде клюва, но не такого жесткого, как у птиц. Самцы утконосов имеют ядовитые шпоры. Яд утконоса может убить небольшое животное. В 20 веке охота на утконосов была запрещена. В Австралии много заповедников, где эти животные отлично живут и чувствуют себя в безопасности. Нарвал. Этот морской единорог очень необычное животное. Его бивень вырастает до 2-3 метров в длину и закручивается в спираль. Он довольно гибкий и прочный. Самцы вырастают в длину до 4,5 метров и весят около 2-3 тонн. Вес самок значительно меньше, около 900 килограммов. Обитают нарвалы на территории Северного Ледовитого океана.
очень плохо переносят неволю и занесены в Красную книгу. Ехидна. Ехидны живут на территории Новой Гвинеи и Австралии. Они очень похожи на дикобразов, хотя относятся к одному отряду с утконосами. В отличие от утконосов, ехидны не ядовиты. Эти зверьки с небольшим беззубым ртом. Питаются ехидны в основном муравьями. Они ловят насекомых с помощью своего липкого языка. Ехидна откладывает яйцо в своей сумке, затем кормит детеныша молоком через поры, потому что у ехидны, как и у утконоса, нет сосков. Это удивительное животное, которое откладывают яйца и в то же время кормят молоком детенышей. Сегодня ехидна находится на грани исчезновения из-за занесенных человеком в их среду обитания хищников. Тело ехидны покрыто шерстью и иголками. Вырастают до 30 сантиметров. Как правило, живут в одиночку, кроме брачного сезона. Они отлично плавают и часто меняют свое жилище, так как не имеют постоянного. Это был наш удивительный топ-20 самых странных животных. А какое животное удивило вас больше всего? Может, вы бы добавили в наш список других удивительных зверей? Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал. До новых встреч!